Я могу понять ваше недовольство через Совершайте потребление. мошеннические действия. Именно в ваших интересах Наличные фиксируются неоплата. Да, Алло. да. Добрый день, меня зовут Заматаева Елизавета Дмитриевна, старший специалист отдела клиентского взыскания АО «Альфа-банка». Информирую вас о записи разговора. Александра Вячеславовна, это вы? И это мы. Вас плохо слышно. Бывает. Это вы, да или нет? Это мы. Я вам звоню касаемо вашей задолженности перед Альфа-банком. Сумма вашего долга составляет 9452 рубля по одному договору. Оплатить задолженность необходимо в полном объеме до 12 февраля 2021 года. Как вы решаете вопрос с оплатой? Вопросы не решают, на вопросы отвечают. Это во-первых. Во-вторых, Очень остро вы это подняли. вопросы у вас, а не у меня. У меня к вам нет никаких вопросов. Александра Вячеславовна, вы уже 678 дней игнорируете требования банка о том, что необходимо вашу задолженность. 678 дней, значит, я игнорирую. А сейчас вы мне позвонили и искренне полагаете, что по итогу этого звонка что-то изменится, да? Мне кажется, что вы заведомо осуществляете бесполезные действия. Зачем вам через 678 дней эта информация? Зачем вам через 678 дней эта информация? Но вы же понимаете, что рано или поздно все равно с вас эти денежные средства Нет, я настаиваю на том, что никто вам, ну, в смысле я, ни копеечки не заплачу. С чего вы это взяли? Вы Смотрите, ровно потому, что по опыту, если вы задали вопрос, слушайте ответ. По опыту, потому что 678 дней я ничего не плачу уже. И все вот эти ваши пугалки, вот они только на словах и остаются. Я понимаю, что это только ваши слова. Хотели бы пойти в суд, уже давно бы сходили. Сейчас-то уже смысл. В каком смысле хотели бы пойти в суд, сходили бы? Альфа-банк обращался в суд. И был уже получен судебный акт, иск был удовлетворен. Судебный акт? Может, судебный приказ? Да. Алло, здравствуйте. Привет. Могу Андрея услышать, Андреевича? Нет. А что такое, занят он что? А вы кто? Я Саша Бурдашев. Да? Он такого не знает. Он это такого не знает? Это из КВН, который? Ну да. Не похож голос. У того такой интересный. Ну, хорошо, что интересно. Так а как он меня может не знать? Мы же с ним общались вчера. Ну, так, может не знать. Видимо, не запомнил. Странный он человек вообще, Андрей. Да бывает. Бывает, да? Угу. А ты кто? О, а мы на «ты» перешли? Ну да. У вас там на помойке так принято общаться, да? Я поняла. Конечно. Не, я перед всяким хабальем не представляюсь. Хорошо, Юля, может, ты пососешь такое? О, слушай, ты оставь свои фантазии при себе. И я, кстати, не Юля. У звезды Юленька, ну? Как ты? Ну все-таки я буду Юлей. Ну ладно. В принципе, похеру, как меня там какой-то называть. Да? Уверен? Юль. Ну, отсосешь? Ну, пожалуйста. Не-не-не, малыш. Ты давай сам, по старой доброй традиции. Да. Здравствуйте. Компания ООО «Контакт». Минуту. Перевожу вас на оператора. Алло, добрый день. Да. Компания «Контакт», специалист Богомолов Дмитрий Николаевич, разговор записывается. Звонок поступает в отношении Андреевича. Он рядом, можете пригласить его к телефону? Нет. Звонок поступает в целью клиентского обслуживания. Уточните, пожалуйста, как могу к вам обращаться? Не надо ко мне обращаться, я не ваш клиент. А вы, Андрей Андреевич, кем приходите? Да, это вопрос личного характера. Да.
Некорректно его задавать, наверное. Но вы почему его номером телефона пользуетесь? А Вы почему ему вы кто? интересуетесь? Потому что Андрей Андреевич данный номер телефона указал в качестве своего. Я ему звоню, трубку вы берете. Вы кто? Я неоднократно уже говорила вашим сотрудникам, что по этому номеру телефона вы его не услышите. Но вы почему-то с настойчивостью маньяков продолжаете звонить. По какой причине? Что по какой причине? Мы его не услышим по данному номеру телефона. Вам кем приходится? Потому Подскажите, что как с ним этим связаться в таком номером случае? телефона пользуюсь я. Подскажите номер телефона Андрея Андреевича. Как с ним связаться? Он не давал мне разрешения его номер телефона незнакомым людям раздавать. Запишите в таком случае Нет. номер телефона для связи нашей организации передачи, Нет, что мы нет, его нет, разыскиваем. не буду. Ну а звонки будете принимать постоянно? Да, ради бога. Номер для связи 8 800 778 55. Всего доброго, до свидания. Бесполезная какая информация сейчас была. Трубочку забыли повесить. Нет, не забыл, информацию фиксирую. А если вы повесите трубочку, информацию нельзя фиксировать? Да. Алло, здравствуйте. Да-да. Национальная служба взыскания. Меня зовут Журавлев Александр Борисович. Наш разговор записывается. Звонок поступает в интересах банка Ренессанс. Елена Викторовна, правильно? Ага. Получает письмо по месту регистрации? Нет. Вы меня слышите, Елена Викторовна? Слышу. Получали письмо по месту регистрации? Нет. Или в СМС-уведомлении, или в электронной почте? Нет. А вы сейчас проживаете по месту регистрации? Я думаю, что мне на ваши вопросы отвечать, раз я письма не получала, смысла нет. Что Да. еще раз? Я говорю, раз я писем не получала, значит, мне, получается, на ваши вопросы отвечать нет смысла, да? У вас очень плохая связь. Я после того, как... Ничего Я не вам ничего не сочувствую, понял. что у вас плохая связь, я тут при чем? Елена Викторовна, могу Что на случилось? требования в течение 2 дней выплатить вашу задолженность. Какое требование? От кого? 20 000. Почему? Вы о чем вообще говорите? От вашего кредитора. Какого Вы в течение кредитора? вы не знаете, что у вас есть задолженность? Нет. Вообще не в курсе, А впервые я вас слышу. уверен в том, что у вас есть задолженность. Ну если незнакомый мужик по телефону уведомил, то значит да, наверное, есть задолженность. Почему Точно, же? точно. Вам поступают звонки, вы знаете, кто вам звонит. Ну если звонки поступают, то тогда да, это значит Поступают задолженность. звонки, с вами Стопудово. общаются. Вы вот, Вообще я вижу, не что вы дать не взять. некорректно общаетесь с нашими сотрудниками. Некорректно. Вы уже не один раз так Не один раз общаетесь. общаетесь некорректно, да? Бессовестная. Как можно некорректно общаться не один раз? Беда. Еще раз слово. Что? Кого позвать? Я не про это говорю, я Да вас ладно. плохо слышу. Бывает. Ушки, если мыть по утрам, то все будет хорошо слышно. Хорошо, всего доброго, до свидания. Пока, малышка. Я могу понять, как недовольны Именно в ваших Да. Здравствуйте, Сбербанк. Короткова Татьяна Васильевна, наш разговор записывается. Алексеевна, я могу услышать? Слушайте. Это вы, да? Все правильно? Да. Звоним по поводу кредитных обязательств по кредиту на 335 тысяч 8 рублей, кредит на 180 тысяч и на 170. Общий долг 14 100 рублей. Необходимо погасить данные платежи в кратчайшие сроки. На сегодняшний день эта сумма имеется у вас на карте другого банка? Нет. Если на сегодня нет суммы доступной, банк может время предложить до 2 марта. До 2 марта оплата поступит от вас? Нет. У вас уже 8 дней числится долг, ранее были отказы отмечены. Если не оплачивать, то банк может передать досье на следующий этап взыскания, где выставляется полный долг. Вы понимаете последствия неоплаты? Ага. Но как планируете решать данный вопрос? Меня все устраивает.
То есть вы готовы будете всю сумму оплачивать? С чего вы взяли, что я ее буду Потому оплачивать? что если банк выставит на основании 811 статьи Гражданского кодекса, должнику в этом случае дается 30 дней для того, чтобы вернуть денежные средства сразу. Нет, давайте в судебном порядке все. Но это может быть не только судом завершиться, то есть банк может и продать долг. Если Да ради бога, это ваше право. Мне это не тревожит. далее банк может рассмотреть либо продажу по Переуступку цессии, права либо требования, передачу. правильно говорить. Да, все верно. Вы понимаете последствия, да, что может быть. То Да, есть что там, тут такого? соответственно, должником будет другая организация, которая Не назначает должником, свои а проценты. кредитором. Кредитором, извините. Угу. Но сейчас банк мог бы вам пойти навстречу, ведь что ранее вы поясняли, что у вас лишение места работы. Я правильно понимаю? Да это уже не имеет значения. Но максимальный срок банк рассматривает 2 недели, то есть тогда до, получается, 10 февраля, марта, до 10 марта вы решите вопрос с оплатой. Нет? Тогда я вынужден буду фиксировать отказ от оплаты в Хорошо. установленные сроки. То есть это будет уже не первый отказ у вас, и досье может уже перейти на следующий этап Да, взыскания. пусть идет куда Там хочет. назначаются также личные встречи. Мгм. Но я вижу, вы не заинтересованы в оплате, да, вот вы так Да, согласны со всем, что банк вам да, готов да. все последствия. Ну хорошо, я фиксирую отказ, звонки будут поступать вам в любом случае. Всего доброго вам, до Ради бога. свидания. Пока. Да, Алло. да. Алло, здравствуйте. Я слушаю. Это Анна Сергеевна? Кто спрашивает? Это Банк Восточный, отдел досудебного взыскания. Меня зовут Алипов Максим Евгеньевич. Я разговариваю с Анной Сергеевной. Да, да. На сегодняшний день у вас просроченная задолженность 582 дня. По какой причине вы не производите оплату? Что у вас случилось? Не хочу платить. Не хотите? А кто вам дал такое право не оплачивать? Ну, видите, Не выполнять не свои оплачиваю, обязательства? ничего не происходит. Мгм. То есть вы ждете чуда, как я понял, да? Какого чуда? Это вам, видимо, на чудо надо надеяться. У меня и так все хорошо. Мгм. Хорошо, то есть вы безработная в данный момент, да? Это с чего такие выводы? Ну, не оплачивать тоже нужно какая-то веская причина. Просто Ну, желания наверняка недостаточно. она у меня есть. Что у вас есть? Что у меня есть? Что, где? Кого позвать? Ну, для начала нужно выяснить причину, по которой вы не производите Кому оплату. это нужно? Банку Восточному. Банку? Ну, так банк пусть выясняет. Я-то тут при чем? Хорошо, вы отказываетесь называть причину, все верно? Конечно. Отлично. Хорошо, банк выставил требование оплатить сумму в размере 19 057 рублей 3 копейки. Куда Сегодня, он его крайне завтра выставил? включительно. От вас оплата поступит? Куда выставил он требования? В устной форме. Анна В Сергеевна. устной форме? Ну, в устной форме оплата тогда сейчас поступит вам. Вы этот самый гарнитуру от уха уберите, потому что сейчас как полезут деньги. Чтобы никакого членовредительства не было. Я рад, что у вас хорошее чувство юмора. Хоть у кого-то оно есть. Спасибо. Ага, бывает. Хорошо, то есть вы отказываетесь. Все верно. Да. Анна Сергеевна. Ну, вы понимаете, если в течение 2 дней не поступит сумма в размере 19 057 рублей 3 копейки, то банк готов воспользоваться правом продать долг в другую финансовую организацию. А на каких условиях вы будете закрывать долги, там уже будет неизвестно. Хорошо, Поэтому в это избежание отличный таких вариант. проблем я предлагаю решить Нет, вопрос вы добровольно. заблуждаетесь, это не проблема. Меня устраивает этот вариант. Отлично. Зафиксируйте. Потрясающе. Все? Нет. Ну, чего там дальше? Для того, Номера не появились. Для того, чтобы вам остановиться в графике платежей, вам необходимо внести сумму в размере 19 057 рублей. Зачем мне это нужно? Сегодня, крайний срок завтра включительно. Для того, чтобы остановиться в графике Так мне платежей. не нужно этого делать. Почему? Ну, восстанавливаться. Вы так решили? Ну, конечно. А кто же? Ну, а почему вы тогда нарушаете 307 пункт 1 Гражданского кодекса? А кто это определил? Ну, вы же не выполняете свои обязательства. Ну, а правильно? кто это определил? Кто определил?
Да. Законодательство. Законодательство это... Законодательство определило нарушение законодательства? Разве... Нет, почему? Гражданин Российской Федерации имеет полное право так сделать. Определить право Да нарушения. ладно. Понимаете? Вот это номер. Гражданин Российской Федерации может определить нарушение законодательства. Такого первого я еще не слышала. Ну, а разве это не так? Ну, конечно, Что не тогда так. кто может зафиксировать и пресечь правонарушение? Суд. Обвинить суд может. Суд может... Нет, подождите. Обвинять в гражданском процессе суд никого не будет. Обвинение – это немножко другая история. Суд может в рамках Гражданского кодекса Российской Федерации не признается вина. Признать вину. Почему? Вы не читали? Так, смотрите, давайте с самого начала, как у нас все это происходит. Значит, есть две стороны. Есть судья. Совершенно верно. Суд вины никакой не определяет. Суд определяет нарушение законодательства и, исходя из этого, удовлетворяет либо не удовлетворяет гражданский иск. Правых и виноватых вину никакую никто не определяет. Это вам кто сказал то, что суд не обвиняет? Почему? Потому что это гражданский процесс. Хорошо, как это тогда называется? Это называется удовлетворение либо неудовлетворение иска. Удовлетворение или неудовлетворение Конечно, иска Гражданского кодекса? Конечно. Я обязательно своему преподавателю по судоустройству это расскажу. Ой, хорошо. Ну расскажите. Хорошо. Если у вас он имеется, расскажите. Вы будете в судебном порядке рассказывать? Если вы туда обратитесь, то да, конечно. Отлично. Хорошо. Сейчас, минуту. Почему вы не попробуете занять денежные средства своих знакомых? Потому что мне это не нужно. Хорошо, тогда я согласен пойти на уступки. Сможете не найти надо. сумму в размере 1000 Не надо ко рублей? мне на уступки ходить. Хорошо. 1000 рублей вы не сможете оплатить в течение Не надо дней, ко мне, я не хочу включительно. прерывать течение срока исковой давности. Зачем же мне это нужно? Хорошо, дополнительный номер телефона у вас появлялся? Хорошо, тогда, Анна Сергеевна, я фиксирую официальный отказ со всеми негативными последствиями. Официальный отказ по Вам телефону. все равно нужно оплатить сумму в размере 1000 рублей в течение 3 дней до 25 рублей включительно. Отказываете, все верно? Ну, естественно, в начале разговора все сказано. Хорошо, тогда всего доброго, до свидания. Пока. Преподавателю привет. Я могу понять ваше недовольство или Именно в ваших Алло. Здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Лебедева Юлия Игоревна, старший специалист департамента взыскания по срочной задолженности Альфа-банк Юлия Александровна. Да. Вы старший специалист департамента взыскания, правильно? Да. А что такое взыскание? Подскажите, пожалуйста. Что? Громче говорите. Что такое взыскание? Подскажите, пожалуйста, товарищ старший специалист. А что, вы не знаете, что такое взыскание? Ну, если бы я знала, я бы, В наверное, не интернете спрашивала. можете ввести. Нет, ну подождите, вы же представились как специалист отдела взыскания. Как это посторонний? Это вопрос непосредственно касающийся тела. Мы разбираемся с вашей личностью. Кто вы вообще? Что такое отдел взыскания? Что такое взыскание? Конкретнее объясните мне и продолжим разговор. Взыскивает. Взыскивает. Взыскание – это когда взыскивает, да? Взыскивает – это что значит? У вас какой конкретный вопрос? Что вы не поняли? Да, конечно. Ну как вас понять, кто вы, какая у вас должность, если я не знаю, что такое взыскание, а вы мне отказываетесь объяснить? Ну так в интернете вводите и смотрите. Так в интернете я сейчас не могу вводить. Нам же сейчас срочно, прежде чем приступить к конструктивному диалогу, необходимо разобраться с вашей личностью. Вы не можете со мной мне перезванивать, потому что взаимодействие у нас с вами уже состоялось. Ай, позор, вы не знаете? И вот так позорно сбегаете? Какой кошмар. А вам не стыдно?
Мне бы было стыдно на вашем месте. Работать и не знать, что обозначает слово взыскание. Понабирают по объявлению. Вы бы хоть бы там этот словарь какой открыли, почитали, не позорились бы. Деточка, слушайте внимательно, как мышь под веником, да? Здравствуйте, ООО МКК ГФК «Главфинанс», специалист Горелова Ирина Викторовна, наш разговор записывается. Алло, Ага, Ксения Александровна? да-да. У вас имеется просроченная задолженность перед главной финансовой компанией по ранее оформленному вами займу. На сегодняшний день сумма долга 25 тысяч рублей, просрочка 356 дней. Ксения Александровна, вы отказываетесь от оплаты? Да-да. По какой причине у вас возникла просроченная задолженность? Никакой задолженности у меня нет. Что? Нет у меня никакой задолженности. А у вас нет никакой задолженности? Ага. Вот так, да? Угу. А перед главной финансовой компанией? Тем более. То есть вы считаете, что вы ничего не брали, ничего не должны? Да. Что? Да. Нет? Да. Как можно услышать в «да», «нет»? Что с Вы вами? громче говорите, я вас плохо Да куда ж слышу. громче? Так а на какие цели вы брали данный займ? В стриптиз ходила, в трусы стриптизером просовала. Ага. Вы работаете? Зачем мне это надо? Не работаете, да? Дополнительные источники дохода у вас есть? Зачем мне это надо? Потом подвисаете. Ксения Александровна, что Я? вы будете предпринимать для погашения задолженности? Зачем мне это нужно? Что нужно? Что-то предпринимать. Ксения Александровна, компания вас уведомляла о возникновении первой просрочки. Почему вы не решили вопрос? Зачем мне это надо? Ну, вы утверждаете, что вы не брали никаких займов, а как вы можете объяснить, что при оформлении займа был указан ваш контактный телефон, личные данные, фото с паспортом? Да зачем мне что-то объяснять? Давайте с вами разбираться. Компания уведомляла вас о задолженности. Значит, указаны... Что вы смеетесь? Да, вы так деловуху включили. Давайте с вами разбираться. Ну, разбирайтесь. А что веселого? Ну, то, что вам Ксения как бы Александровна. намекнули в начале разговора, что разговор бессмысленен, что я наличие какой-то либо задолженности отрицаю, но вы все равно продолжаете почему-то навязываться. Непонятно, чего вы пытаетесь добиться. Подписанные вами. Ну все, Когда вы значит, брали если займ. вы утверждаете, что эти документы подписаны мной, и у нас уже год с вами идут такие разногласия, У вас чего? Замолчите, я вас не спрашиваю. Замолчите. Так, не нужно Замолчите. мне закрывать рот. Вы посмели Ксения открыть свою Александровна, пасть и главная перебить финансовая меня. компания требует погасить задолженность в размере Бомбанула. 25 тысяч рублей. Сейчас вы таки в космос до 10 февраля. улетите, как Учтите, Джим через 2 дня Червячок. с 100% Знаете такого? скорости. До Единственный свидания. владелец скафандра надувного. Алло. Ну. Ваш разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Your conversation will be continued. Говорите. Алло, здравствуйте. Слушаю. Это компания «Эверест», инспектор Андреева Яна Александровна. Все разговоры у нас записываются. Скажите, пожалуйста, Анастасия Борисовна, это вы ответили на звонок? Это мы. Анастасия Борисовна, звонок поступает по вопросу вашей задолженности перед организацией Манеза Макро. 47 600 рублей у вас задолженность на текущий момент. Кредитор настаивает на погашении долга до 12 февраля включительно. Вы в какой именно день с ними планируете рассчитываться? А вы тут при чем? Компания «Эверест» является коллекторским агентством, которое временно представляет интересы вашего кредитора. Агентский договор у нас заключен, 1005 статья Гражданского кодекса. Вас, по-моему, оповещали об этом. К сожалению, для вас нет.
Ну, Анастасия Борисовна, я более склонна верить вашему кредитору, который сообщил мне нам о том, что безразлично, на адрес я не вашей собираюсь... электронной почты направил письмо. Передача коллекторского агентства Минуточку. «Эверест». А разве мы с кредитором подписывали соглашение о том, что я даю согласие, чтобы меня уведомляли по электронной почте? Вы заключили договор займа. В вашем договоре есть пункт 9.5 «Прочие условия», где говорится, каким способом кредитор вас оповещает о передаче третьему лицу. Вы же сами с этим согласились. Да, однако по постановлению Верховного суда включать в договор подобные пункты не является корректным, потому что на момент заключения договора я не являюсь должником. Поэтому уведомлений никаких я не получала. Когда получу заказное письмо... считаете, Анастасия Зачем вы меня перебиваете? Вы нервничаете? Что наличие уведомления Почему вы себе позволяете подобным образом разговаривать? Вы неадекватная? Я о чем мы тогда разговариваю? Если вы не в состоянии выслушать собеседника, о чем с вами можно продолжать разговор? Ну, хотите не продолжать, я что, настаиваю? Ну все, можете быть свободны в таком случае. И вам до свидания, всего доброго. Пока. Оставайтесь дальше в должниках. Счастливого пути, не надо тявкать на прощание. Пока. Я могу понять ваше недовольство через Именно в ваших Да. Алло. Да, говори. Здравствуйте. Я слушаю. Я разговариваю с Анной Сергеевной? Да. Меня зовут Анастасия Сергеевна, банк Решетникова, банк Восточный, отдел досудебного взыскания. Звоню по поводу задолженности вашей. А почему оплату не вносите? Денег жалко. Это по кредитной карте просто. Что? Денег жалко. Ну как, уже второй год? Угу. Уже 579 дней незадолженности. Полтора года, второй год идет. Угу. Ну так в чем причина, почему не вносите оплату? Денег жалко. Ну как это денег жалко? Вы же получили в банке карту. Угу. Конкретный договор имеется, что всю сумму нужно вернуть. Сейчас на данный момент вам необходимо внести оплату сегодня 100 рублей. Поступит она от вас сегодня-завтра? Нет. А когда поступит? От чего это зависит? Никогда не поступит. Ну как это никогда? Как всегда, только наоборот. На данный момент я смотрю, что скоро банк уже будет обращаться в суд, и уже решаться вопрос будет тогда в судебном порядке. То есть в любом случае, в добровольном, если вы не вносите оплату, банк получит принудительным. С чего вы решили, что вы выиграете суд? Что? С чего вы решили, что вы выиграете суд? Суд обычно всегда на стороне банка. Это чушь полнейшая. У вас какая Нет, учитывая то, что вы получили... Минуту. У вас оплатили всего лишь 5 месяцев, хотя по договору... Вы сколько раз в суде были? Или знакомились с судебной? По данному кредиту? Не тупите. Я вас не слышу, что вы говорите. Я спрашиваю, вы сколько раз были в суде на подобных процессах? Сколько дел подобных вы рассмотрели? Я сама работала в суде и знаю. Боже мой, какой ужас. Что ж вам в суде-то не сиделось? Вас выгнали за служебное несоответствие? То есть в любом случае банк будет суд будет на стороне банка. Да врете вы все. Суд вынесет. Врете вы все. Судебный приказ. Теперь понятно, почему вас выгнали из суда, потому что вы лживая. А судебный приказ я отменю. И что, пойдем с исковым производством. Ну, сходите.
Ходите. Да, и также просто больше переплатите. Да врете вы все. Штрафы и проценты. Да врете вы все. Неустойку. Да врете. Зачем вы? Вам вот не стыдно, мадам? Вы позвонили мне с утра для того, чтобы выплачивать вы. Замолчите. Вы позвонили мне с утра для того, чтобы вот так вот наврать Стрелкова? Я еще раз говорю. Ну, потому что вы не правы в данной ситуации. Да кто это определил, кто прав, кто виноват? Вы в суд сходили уже. То, что вы с ваших слов работали когда-то в суде, не дает вам права оценивать вообще ситуацию. Вы кто? Одна дает, другая разница огромная. Вы спрашиваете, как судебная практика. Я знаю изнутри. Да вы лжете, господи, таких как вы не может быть в суде, даже в канцелярию, там в экспедицию никуда не пустят. Вы что? И не нужно переходить на меня. Да, на вас пора уже давно походить вообще. Пройтись по вам, катком желательно. Я вам не разрешала обо мне как-то говорить. Да смотрите, я вам не разрешала меня обманывать, но вы же почему-то обманываете. Я не разрешала оказывать на меня психологическое воздействие, но вы же все равно почему-то оказываете. У вас имеется кредитный договор. И это дает вам право меня обманывать и пытаться оказать на меня психологическое воздействие? Еще раз. Кто вам сказал, что я вас обманываю? Я вам говорю, что вы меня обманываете. Потому что я знаю, что все происходит на самом деле. Это ваше мнение. Думайте, как хотите. Да, мне не нужно ваше разрешение, мадам. Ваше мнение никому совершенно не интересно. И разрешение ваше никому совершенно не нужно. Я вам говорю о ваших негативных последствиях. Да я вам говорю, что я вам не верю, что вы лживая мразь, понимаете? Банк в любом случае получит Прекратите выдумывать вот эту херню. Я вам могу сказать, что даже предыдущий сотрудник, который мне звонил, он мне сказал, мы с ним обсуждали по поводу, получит банк, не получит денежные средства. И он тоже, он был умнее вас, не был таким дегенератом. Он сказал, что вероятно банк получит. Я констатирую факт, вы дегенератка, раз вы вот такую чушь несете. Не нужно меня оскорблять. Я констатирую факт, вы дегенерат. Я вас не оскорбляю. Конечно, не оскорбляете, потому что вы не в том положении находитесь. Вы находитесь в подчиненном положении, униженном на коленочке. Поэтому ротик открывать вам никто права не давал. А я могу говорить как угодно, оскорблять вас как угодно. И ничего за это не будет. Нет, вы не можете. Могу. Я вам не разрешаю. Еще раз повторяю, мнение дегенератов в данном диалоге никого не интересует. Да обращайтесь, к маме еще своей обратитесь, скажите, мама, что такая дура выросла? Да, ну хорошо, отлично, я с удовольствием заплачу штраф для того, чтобы узнать персональные данные вот такой марамойки. С удовольствием заплачу. Поэтому идите, отправляйтесь. Срочно пишите заявление. На данный момент банк и так вам идет навстречу. Да идите вы нахер своим банком, не надо мне навстречу идти. Мы разными дорожками ходим. Если такое, чтобы вы не можете. Ой, боже, какая тупизна. Господи. Хватит тупить, я же сказала. Никогда еще раз. Ваш банк. Вот вы так разговариваете, провоцируете как-то. Ни копейки. Никогда. Но это никак не решит проблему с вашим долгом. Ой, это у вас в скрипте написано? Написано. Я не нуждаюсь, еще раз повторяю, тупая дегенератка, я не нуждаюсь в разрешении. Я буду разговаривать так, как считаю нужным. И вот ваше разрешение мне совершенно не нужно. Это раз. Во-вторых, кто, какой конченый дебил придумал вот эту формулировку, то, как вы разговариваете
разговариваете, не решит вопрос. Да ясен пень. То, как ты покушала утром, не повлияет на то, как тебе машина переедет вечером. Понимаешь? К чему ты вот это говоришь? К чему ты вот это говоришь? Я говорю к тому, что не решили этот вопрос ваш. Да ясен хер, что не решит. Это А кто ваши проблемы, думает, они что решит? Ясен пень, что это не решит. Вы не решаете вопрос. Так нахрена мне это надо? Я же тебе, дура, в начале разговора сказала, что меня ситуация устраивает, что я решать ничего не намерена. Я решать ничего не намерена. Ну, тогда уже банк будет в дальнейшем решать вопрос. Пофигу, вперед! Да пофигу, вперед! Таким способом уже будет на усмотрение банка. Вот это у нас такие тупицы, неужели в судах работают? Теперь понятно, почему там уведомления о судебных приказах не приходят. Оно не в состоянии, до почты дойти. Вышла на улицу, фляга свистанула, заблудилась. Вместо того, чтобы так разговаривать, лучше бы решали свой вопрос. Ой, советы свои себе посоветуйте. Или спредите к своей маме и дайте маме ценный совет. Больше не размножаться никогда в жизни. Больше не размножаться никогда в жизни. Ну, это уже не вам говорить, что и как. Итак, как мне. Остановите меня, попробуйте. Дополнительный номер для связи имеется новый. Номер вашей мамы. Ей позвоните и скажите: мама, я дура, пристрели меня. Скажите: мама, я дура, пристрели меня. Все, свободно. Я и вас уточняю. Свободно. Свободно. Не нужно мне говорить, что делать. Мне был вопрос. Смотри, мартышка, ты мне на протяжении всего разговора говорила, что мне делать. Поэтому я теперь тебе говорю, куда тебе идти. Все логично. Ну, то есть вы конструктивный диалог не ведете. То есть иди ты нахер со своим конструктивным диалогом, маромойка, ты не знаешь, что это такое. Давай, все, бросай трубку. Я могу понять, как недовольны Именно в ваших Да. Здравствуйте. Мы заботимся о вашей репутации. В ваших интересах дождаться ответа оператора. Здравствуйте. Да. Алена Алексеевна. Представьтесь вначале. Компания МБА «Финанс», специалист взыскания, Севрикьяна Александровна ведет запись разговора. Угу. Да, это я. А что такое взыскание? Взыскание? Это в компании «Мехкредит» вернуть деньги надо 54 918 рублей 87 копеек, которые взяли с целью невозврата. Так, а взыскание, что это такое? Вы не знаете, что такое взыскание? Но вы сказали, надо вернуть деньги. Вы будете возвращать деньги? Возвращайте, вы я не возвращать деньги, А вы тут при чем тогда, получается? Я их не... А мы при чем тут? Когда в компании «Мехкредит» подписывали договор, надо было его читать, чтобы вопросов у вас не возникало. Нет, так и что такое взыскание, так и непонятно мне все еще. Ну, непонятно, почитайте. Я не обязана вам объяснять. Так, а вы же специалист взыскания. Вы же не дилетант же взыскания, а специалист. А зачем вы кричите? Я не кричу, я так разговариваю. Нет, вы разговариваете криком, как будто вы визгливая бабенка какая-то. Но вы же специалист взыскания. Поэтому давайте вы себя спокойно вы будете вести. Я в жизни устроенный человек, в отличие от вас. У нас разные категории. Да, вы же про меня ничего не знаете. Как вы можете обо мне что-то говорить? А я смотрю, вы очень весьма завистливая, ни к чему не способное существо, поэтому вы сейчас пытаетесь самоутвердиться, но у вас ничего не получится, потому что таких, как вы, я ем на завтрак. 2 минуты я вам даю на то, чтобы вы успокоились. Идите в жопу. Слушайте сообщение оператора. Имеется важная информация от кредитора. Здравствуйте. Слушаю. Елену Юрьевну могу услышать? В зависимости от того, кто вы. Компания МБА «Финанс», специалист Геликова Юлия Викторовна, ведется запись разговора. Это вы, я правильно понимаю, Елена Юрьевна? Это мы.
У вас существует задолженность компании МФК «Монеда», 85 дней просрочки, 17 072 рубля сумма задолженности. Кредитор требует произвести оплату сегодня. Оплата поступает... От кого он требует? От вас, Елена Юрьевна. Откуда вы знаете? Что значит, откуда я знаю? Кредитор уже обратился к нам для решения данного вопроса с вашей стороны в добровольном порядке. Кредитор обратился к вам для решения вопроса с моей стороны. Да. А вы можете решить вопрос как кредитор с должниками не работает. Ну так решайте вопрос. С должниками работаем мы. Ну, оплачивайте. Вот мы решаем. Вот мы вам смотрите, звоним, давайте, так-то любой дурак сможет, а вы без моей оплаты попробуйте решить вопрос. А то вы такие интересные формулировки. У вас все хорошо, Елена Юрьевна. Вы адекватно воспринимаете информацию? А почему вы решили спросить? Вам что-то вот непонятно? Решила спросить. Елена Юрьевна. Что-то непонятно? Вы оформили займ 19 октября 2020 года в ОМФК «Монеда», кредита 24. Данную информацию предоставляет ваш кредитор. Доказательства этому имеются у кредитора? У кредитора имеется. Предъявите к досмотру. Вам к досмотру? Нет, конечно. Елена Юрьевна. Это вы уже идете в «Монеда». Нет, у меня все хорошо. Это ну, а зачем вы заикаетесь? Вы идете в «Монеда», кредита 24. Я никуда не иду. Таким образом общаетесь? Вы смотрите, как у вас сложности с речью какие-то. Вы слова начали путать. Уже, наверное, все смешалось, кони, люди. Да? Да. Все? Высказались? Да. Высказались? А вы? Я нет. Вы нет? А какой у вас словесный понос-то открылся, я смотрю. Вы говорите. Все никак выговориться не можете. Недавно ни с кем не разговаривали? Сколько времени прошло с тех пор, как ваш рот ничем не занят? Что вы так стремитесь выговориться? Вопрос задаю. Это высказались, да, вопрос задаю. Высказались? Нет, не высказались, вопрос задаю. Не высказались, давайте, высказывайте. Давать вам будут на трассе. Но не здесь. Мне вам нечего дать по физиологическим особенностям. Разве что леща. Леща хотите? А вот в данном случае советую вам еще изучить 5.61 Кодекс административных правонарушений. Боже мой. Который на вас не распространяется, к сожалению. Вы когда пришли на эту работу, вас лишили гражданских прав. А вас можно хоть ноги вытирать, и за это никому Кто лишил? Кто лишил? Вы, Елена Юрьевна? На каких законных основаниях? Вы кто? Вы на тех законных основаниях, что ни одна звонилка никогда не пойдет никуда жаловаться, даже если ее будут материть, поливать грязью, потому что прекрасно вы понимаете, что нет у вас законных оснований в таком ключе с людьми разговаривать. Вы понимаете, что у вас прежде всего рыльца в Вы ошибаетесь. А вы, знаете, сколько я уже МБАшек обматерила? Ни одна еще не пожаловалась. А что это решила? решила. Так, я не собираюсь ничего решать. Смотрите, я разговариваю ровно в том ключе, в котором считаю нужным разговаривать. С такими мразями, как вы. Денежные средства. И мрази посылаю после этого нахер. Совершенно верно. Да. Меня ваше мнение о том, каковой вы себя считаете, не интересует. Не поверите. И оскорбить меня такой человек не может. Кто отзывается, тот так само называется. Это максимальные аргументы, которым вас там научили. Разговаривать противным голосом, повторять имя, отчество, и кто обзывается, то так само называется. Ой, какие дегенераты. Проживаю с вашим мужем. По вашему адресу регистрации, да. Замечательно. Пришел ко мне, говорит, задолбала меня эта змея, жизни нет. Зафиксировано. В момент того, что оформили денежные средства с целью невозврата, также фиксируют. На лбу себе это зафиксируйте, а лучше в том месте, где ваши мечты о светлом будущем. Что вы будете делать там, мне не интересно. И снова детсад березка начался. Аргументы, ваши высказывания железобетонные, конечно. Неинтересные. Ну все, можете быть свободны. А вот вам уклонение зафиксировано. Намордник только надо. Идите сюда, идите. Намордник надену. Видишь, шапка. Право намордник, иначе получишь леща. А вы про себя сейчас? Про тебя, шапка, тебе намордник пора надеть, а то ты разлаялась что-то. Хорошего еще укусишь, не дай бог кого.
Тебе привычки-то от бешенства сделали? Соответствует. Значит, время час. Тебе сделали привычку от бешенства. Ты же опасна для общества. 58 минут у вас осталось. Да. Давай, бросай уже трубку, А ничтожество. сайт вполне вероятно уже будет дело направлено в суд. Трынди больше. Маме своей эту херню расскажи. Ой, как вы себя любите, Елена Юрьевна. Я Уклонение себя обожаю. зафиксировано. Всего хорошего. Давай, чмо, Да пока. я увидела. Пока, чмо, пока. Я могу понять, как недовольны. Именно в ваших Да. Здравствуйте. Слушаю. Анна Сергеевна, правильно? Угу. Банк «Восточный экспресс», судебный отдел. Меня зовут Уткина Елена Владимировна. У вас долг в нашем банке 19 100 рублей. А почему не платите? Да что ж такое? Отрицаю наличие долга. Мало ли, что вы отрицаете. Он у вас мало есть. вы что вы утверждаете. Сегодня-завтра поступит оплата по требованию банка 19 100 рублей. Сегодня-завтра оплата не поступит, ваши счета могут арестовать. Вы считаете, что долга нет? Я сейчас запишу. Кто может арестовать мои счета? Смеяться будете потом. Вы что там придумали? Потом, когда останетесь Ой, мы с вами на 50% уже разговаривали, мне без кажется. зарплаты. Я вот эту вот чухню, типа, смеяться будете потом уже слышала. Я и сейчас, и потом буду смеяться над вашей глупостью. Ну, понятно. Дополнительные номера приобретали какие-то для связи? Нет. 2000 рублей сегодня-завтра вы также не оплатите, как я понимаю. Да хватит конючить, не подаю я. Будете оплачивать, будете. Не добровольно, принудительно в любом случае Продолжайте будете. в это верить. Посмотрите. Угу. Дополнительных номеров нет. Все, ждите, когда ваши счета заблокируют, к вам отправят коллектор. Всего доброго, до свидания. Ой, дурочка какая, не могу. Ой, совсем кукухой там отбитые. Трубочку вешай. Чудо. Описывается. Алло, здравствуйте, Елена Юрьевна. Да. Добрый день. Звонок поступает из компании «Вебзайм» ООО МКК «Академическая». Меня зовут Гонахова Татьяна Валерьевна. Елена Юрьевна, звонок в отношении долга поступает. 79-й день. Договор на просрочке находится. Сумма долга на сегодняшний день 52 782 рубля 74 копейки. А по какой причине оплата в компанию «Вебзайм» до сих пор не поступила? Жадность. Что? Жадность. То есть жадность. То есть это можно как-то по-разному воспринимать? Вы изначально данный займ брали без цели возврата? Не исключено. То есть я вас правильно понимаю, что оплату в компанию «Вебзайм» в добровольном порядке вы производить не намерены? Совершенно верно. А чего вы ожидаете, Елена Юрьевна? От вас? Вы Ничего. Вы думаете, что компания вам простит этот долг или что? Я от вас вообще ничего не ожидаю. Вы ответите на мой вопрос? На который из них? Вы думаете, что компания вам простит этот долг, и вы ничего возвращать в компанию «Вебзайм» не будете? Тут два вопроса. Первое, вы можете прощать или не прощать, это ваше личное дело. А второе, да, уверена в этом, что возвращать ничего не буду. А у вас есть на это законное основание? Обязательно, конечно. Назовите его под запись телефонного разговора. Под запись телефонного разговора мне что-то называть? Законные основания свои в таком случае, если вы обратитесь с исковым заявлением, я тогда в суде их озвучу, предоставлю. А по телефону сейчас зачем? Елена Юрьевна, а на каком законном основании, что значит вы за нее? То есть вы не Елена Юрьевна? То есть это значит, что я так решила ответить. Дальше продолжаем. Елена Юрьевна, на каком законном основании
на каком законном основании вы в одностороннем порядке изменяете условия договора, тем самым нарушает 310-ю статью Гражданского кодекса Российской Федерации. Забавно напрягаетесь, когда говорите. Еще раз вам повторяю, свои законные. Я вот в прошлый раз, когда сказала, вы отходили или там не дошло с первого раза, и свои законные основания я предоставлю в судебном порядке, если вы в суд обратитесь. Если вы не обратитесь, то тогда вам придется томиться в неведении. То есть вы считаете, что по суду вы ничего возвращать не собираетесь? Да вы 15 раз переформулируете вопрос, я же уже ответила на него. Знаете, такое чувство складывается, что вы очередной YouTube-блогер. Да ладно? А вы смотрите YouTube-блогеров? Елена Юрьевна, на сегодняшний день требования компании «Вебзайм» до 6 февраля кого вы смотрите из YouTube-блогеров? В полном объеме. Посоветуете, может, кого-то? Требования компании, повторяюсь, «Вебзайм» до 6 февраля 2021 Я там слышала года. про одну. Но ничего не знаю. Как думаете, можно верить, нет? Или все обман? Елена Юрьевна, то есть вы не намерены общаться с компанией и кредитором? Че это? А я сейчас чем занимаюсь? У нас, по-моему, с вами очень интересный разговор. Я вас слушаю, вы меня перебиваете постоянно. Так я вам задала вопрос, вы меня проигнорировали, я ж поэтому настаиваю. Я знаете, какая настойчивая? Пока своего не получу, не отвяжусь. Елена Юрьевна, в таком случае я фиксирую отказ от оплаты. Вот видите, вы снова меня проигнорировали. Это вы не хотите со мной, получается, общаться. В дальнейшем я очень дружелюбно была к вам настроена. А вы вот так вот. В дальнейшем компания ко мне повернулись, и все. Придется мне также поступать. Решать вопрос в рамках правового поля. Счастливого пути. Я же на этом настаивала, вы забыли? Вы на этом настаивали, а вы в суде деньги взяли. Ой, вот смотрите, вот такие вот формулировки, они настолько дурацкие. Вот абсолютно дурацкие. Может быть, просто потому, что все конфликтные ситуации в нашей стране в законном порядке решаются в суде. Что за формулировка? Вы в суде деньги взяли? Так маромойки, мне кажется, только говорят. Вы как думаете? А вы выражение выбирайте, Елена Юрьевна, такими словами в таком вы случае называть глупости своих детей, не говорите. Ой, смотрите, как вас бомбануло, про детей вспомнили. На меня не работает это. Вот, вы в следующий раз, прежде чем вякать про то, что в суде деньги брали, вы подумайте, что вас маромойка никто не называл, и все будет хорошо. Угу. Елена Юрьевна, вы должны, почему вы себя так ведете нагло? А как должен вести себя должник? Где свод правил? Как? Вы взяли где деньги, нарушили условия договора, также нарушили федеральное законодательство. Это вот еще пока не доказано. И это пока еще не доказано. Вы же не знаете, может, у меня есть законное основание. Вернуть сумму займа в срок по условиям договора. А вы знаете, что на основании действующего федерального законодательства является объективной причиной для неоплаты в кредитную организацию? Конечно, обязательно. Смерть заемщика, либо инвалидность первой группы, не рабочая. Конечно, обязательно. Отговорки. И еще не все, вы кое-что забыли. Только две объективных причины для неоплаты. Нет, кое-что забыли вы. Елена Юрьевна, монолог с вами я вести в дальнейшем не намерена. Вопрос решайте. А диалог будете вести? Вопрос решаете, требования компании до вас доведено. Ага. Всего доброго, до свидания. Вы не Хорошего вам дня. Получается, да? Не получилось взыскать у вас? Вы несостоятельны, да, как взыскатель? Елена Юрьевна, вопрос будет решаться в рамках правового поля. Вы это уже говорили. Смотрите, у вас аргументы закончились, вы по второму кругу пошли. И дальше что? Ну, я же говорю, вы признаетесь... Позвоните подруге, посмейтесь. Вы признаетесь, что вы не справились. Над вами другие соседки ваши по насесту посмеются, что вы не смогли ничего взыскать. Елена Юрьевна, я поняла вашу позицию. Чудно. Всего доброго, до свидания. Счастливо. Ой, как же вас, мне кажется, у вас там аж глаза вылезли от злости. Так же слышно прям в голосе ваша агрессия пассивная. Ну все, пока-пока, вешайте трубку, если попрощались. О чем речь тогда? Я могу понять, как недовольство именно в ваших Да.
Алло. Ну, говорите, я же слышу у вас там... Компания «Лаймзайм», Антон Дмитриевич, ведется запись разговора. Могу услышать Алену Алексеевну? Слушайте. Да, здравствуйте, Алена Алексеевна. Звонок поступил в отношении вашей задолженности. На текущий момент находитесь на просрочке, получается, уже 77-й день, 22 253 рубля и 21 копейка. Собираетесь оплачивать, нет? Нет. Что еще раз? Нет. А в связи с чем? Не хватает мотивации. Мотивации не хватает? Так вы же отказывать не имеете права. Ну, видите, отказываете, ничего не происходит, и получается, как будто бы имею. Наверное, мне кажется, упиваюсь собственной безнаказанностью. Ну, так не бывает, вы же должны это понимать. Да что это не бывает? Конечно, средства придется возвращать. Вы видели статистику, сколько в России, какой объем долга у населения перед банками и МФО? Ну, так, а вы понимаете, да, каким способом МФО и банки все-таки взыскивают? Да, пока я так понимаю, что вот за счет вот этих телефонных звонков вы пытаетесь, но они меня не мотивируют абсолютно. Ну, так а что вас мотивирует? Обращение в суд компании? Да. Вот обращение в суд шикарно. Вот мне кажется, что если в суд, я как услышу слово суд... Я не понимаю. Мотивации добавит. Мотивации добавит. Я же понимаю, что суд это не шутки уже. Тогда уж если суд присудил, то надо тогда платить. Судебный пристав как придет, как арестует кота моего. И слава богу. Денежные средства сегодня возвращайте требования кредитора. А вы сегодня в суд ходите? В случае неоплаты возможно обращение как в суд, так и в коллекторские организации. Нет, коллекторские организации, сразу вам заявляю, что коллекторские организации меня не смогут смотивировать. Ну, кто знает, это вы так думаете, правильно? Я в этом уверена. Уверена, но да. зря, Алена Сергеевна. Да, что они могут? Они могут, также позвонить, рассказать какие-то сказки. Могут приехать, но не будут, нафиг им это надо, особенно если по агентскому договору. Если так вам свою кредитную историю не жалко? Так она уже все, тю-тю. Сейчас-то уже... Почему? 77 дней у нас на просрочке, то есть это не такой большой срок. Ну, так все равно вы уже обязаны были... Подождите, минуточку. Обязаны мы? Конечно, вы обязаны подавать эти данные в бюро кредитных историй. Конечно, обязаны. Конечно, они подаются, да. Ну вот, так же все, уже все испорчено. Толку. Почему? Но она не до конца еще у вас испорчена. Не до конца, да? Так, подванивает. Ну, конечно, еще есть возможность ее восстановить еще. Ну, вы же сами понимаете, вы затягиваете, тем сложнее будет ее восстанавливать. Да не надо мне ее восстанавливать. Я хочу, чтобы у меня была испорченная кредитная история. Я сама испорченная, и кредитная история пусть у меня такая же будет. Чтобы все сразу факты налицо. Да. Сегодня, да, требования кредитора вернуть денежные средства, о возможных последствиях мы с вами переговорили, да? Вы так все прекрасно знаете, как я понимаю. Вот, вопросы ко мне, возможно, есть какие по поводу требования? Нет. Хорошо. Благодарю тогда за уделенное время. Всего доброго. Пока-пока. Алло? Да. Здравствуйте. Мы заботимся о вашей репутации. В ваших интересах дождаться ответа оператора. Здравствуйте. Кто там заботится о моей репутации? Меня зовут Хренкова Кристина Ивановна, специалист компании «Инбан Финансовый». Ой, я вас помню, я вас посылала. Алена Алексеевна, это да? Это мы. Замечательно. С вами, слава богу, еще не разговаривала. Не разговаривали, я вас помню. Сами кредиты, у вас имеется 70 дней просрочка, сумма к оплате составляет 55 тысяч. Вам необходимо оплату внести сегодня на закрытие договора. Платеж поступает? Все-таки не поняла, каким образом вы заботитесь о моей репутации. В чем заключается ваша забота? Я вам тоже задала в начале разговора еще, между прочим. Все разговоры записывать, я вам еще раз говорю. И? Поэтому в целях вашей безопасности ведете запись разговора. Причем тут запись разговора? В начале разговора ваш бот, автобот, сказал, что вы заботитесь о моей репутации. Вот я и спрашиваю, в чем заключается забота о моей репутации? Алена Алексеевна, вы можете поговорить с нашим ботом? Спросите у него в следующий раз, когда будем звонить. А вы часто с невоодушевленными предметами разговариваете? Но вы мне задали вопрос, я вам ответила. Нет, подождите, после этой замечательной пламенной речи... Нет, давайте мы будем, вы будете отвечать четко на поставленные вопросы. Ну все, пока ничтожество тогда.
Пока-пока, трубочку вешаем. Ваш разговор будет записан. Да ладно. Алло, Елена Юрьевна? Я слушаю. Добрый день. У ЦФП Николова Валерия Тала есть по поручению вашего кредитора, у МКК «Микроклад». Разговор записывается. Елена Юрьевна, звонок по поводу вашей просроченной задолженности в компании «Микроклад». 86-й день просрочки, было направлено досудебное требование по адресу регистрации. Скажите, вы намерены решать вопрос в досудебном порядке? Как называется еще раз ваша компания? ООО что? Мы представляем интересы ООО МКК «Микроклад». ООО «Центр финансовой помощи» наша организация называется. А вы какое отношение имеете? Мы коллекторское агентство. Уведомление о привлечении коллекторского агентства у вас в личном кабинете размещено. Если уведомление в личном кабинете, значит от меня вся информация также в личном кабинете. Елена Юрьевна, так я не поняла, это не от нас, это от вашего кредитора, во-первых, уведомление? Так мы с моим кредитором не подписывали соглашение о том, что меня можно уведомлять в личном кабинете. Елена Юрьевна, ваше согласие тут не требуется. Да ладно. Согласно 230 федерального закона, статья 9, пункт 1. Вы меня не перебивайте, а то я там всех вас быстренько перебью. Нет, мы будем. Согласно 230 федерального закона, статьи 9, пункта 1, в течение с 30 дней с момента привлечения нового лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности кредитор обязан уведомить меня путем направления заказного письма с уведомлением о вручении. Я вам это говорю, потому что вы только что сказали, что мое согласие не требуется. Именно поэтому я вам цитирую закон сейчас. Так вот, путем направления заказного письма с уведомлением о вручении. Елена Юрьевна, либо на вопрос. курьером под подпись, либо путем. Елена Юрьевна. Ну а зачем вы тогда меня вводите в заблуждение, тем самым нарушая законодательство? Вы, тот же самый 230 федеральный закон. Вы не намерены сейчас с нами вести диалог по поводу вашей просрочки? Но вы некомпетентны, видите, вы законов не знаете, о чем с вами говорить. Да, либо нет. Я вам все сказала. Либо да, либо нет. Я вам все сказала. Что вы некомпетентны, и мне с вами говорить в таком случае не о чем. То есть вы отказываетесь от диалога с нами, я правильно понимаю? Но как это еще можно понять, когда я говорю, что мне с вами говорить не о чем? Различные интерпретации могут быть. Да? Серьезно? Какая может быть еще интерпретация? Так вы скажите, я отказываюсь, и все, в чем проблема. Да, мне поплясать, может, под вашу дудку-то еще? Я сказала, так, как считаю нужным. Пожалуйста, можете поплясать, если это вас устраивает. Вам это дорого будет стоить, у вас столько денег нет. Это ваше личное дело, уважаемая Елена Юрьевна. Мы вам позвонили с целью урегулировать ваш вопрос. Вам все сказано. Вы в следующий раз направляете компетентного сотрудника, и мы с ним будем урегулировать вопрос. А если вы нарушаете законодательство в процессе диалога, о чем с вами говорить-то? Каким образом я нарушаю законодательство в процессе диалога? В процессе диалога вы ввели меня в заблуждение относительно правовой природы наших отношений, когда сказали, что мое согласие на уведомление меня в личном кабинете не требуется. Ввели меня в заблуждение, нарушили 230 федеральный закон. Елена Юрьевна, ваша позиция ясна. Что ж, всего доброго, хорошего дня, до свидания. Я могу понять ваше недовольство или именно в ваших Да. Алло. Да. Добрый день. АО «Альфа-банк», старший специалист Кузьмина Юлия Олеговна, отдел клиентского взыскания. Ксения Александровна, это вы? Да. 66 дней задолженность по кредитной карте сохраняется. В чем причина, почему не оплачиваете? Не хочу.
Сумма к оплате у вас 8600 рублей. Требования банка сегодня: вопрос с оплатой должен быть закрыт, иначе далее банк рассматривает свое право отменить ваши минимальные ежемесячные платежи и выставить всю сумму к оплате досрочно. Зачисление сегодня поступит на ваш счет? Ну, я же сказала, что нет. Вы думали, вы вот это вот мне сейчас скажете, и я такая: блин, минимальные платежи, это же так важно для меня, если я уже не 66 дней не плачу. Точно, как же я упустила, да? Так вы думали? А по какой причине нарушаете условия договора, не оплачиваете? А кто определил нарушение договора? Перед банком? Что еще раз, Ксения Кто Александровна? определил нарушение договора? Банк с вами сотрудничает на основании договора, который вы с банком Вопрос, заключили. пожалуйста, услышьте и отвечайте на тот вопрос, который вам задают. Не из-под Хабаровска вот это вот много-много, а четко. Кто определил нарушение договора? Это указано в законодательстве Российской Федерации. В законодательстве Российской Федерации указано, что я нарушила договор? Да, Ксения Александровна. Так и указано? В какой статье? Ваши отношения с банком регулируются гражданским такую нелепицу кодексом вот Российской несете Федерации. сейчас. Но для того, чтобы определить нарушение, наверное, нужно в суд сходить, предоставить свои аргументы, чтобы судья, только судья в данном контексте может определить наличие некого нарушения. И ни в коем случае не банк. У вас нет таких полномочий. Вы так считаете? Я в этом уверена. На основании чего у вас есть полномочия определять нарушения? Вы можете предполагать. В таком случае проинформируйте меня, Ксения Александровна, на основании чего? На основании Через чего суд мне можно нужно, это на основании чего сделать. мне нужно вас информировать? Через суд, на основании того, что мы живем с вами в правовом государстве. И нарушение законодательства может определить только суд. Ни в коем случае не некая коммерческая организация. Акционерное общество Альфа-банк. Нормативно-правовой акт назовите, на основании чего вы так решили? Как? Что мы живем в правовом государстве? Конституция Российской Федерации. Нормативно-правовой акт. Что? В каком Какой? пункте Конституции Российской Федерации указано? Говорится, что мы живем в правовом государстве? Вы серьезно? Минуту. Такого бреда я еще не слышала. Вот это новость. Ксения Александровна. Ну-ка, корректному диалогу в таком случае подготовьтесь, если вы сейчас эмоционально не готовы к вы обиделись. Но вы не обижайтесь, успокойтесь. Вас обижать по жизни все будут. У вас судьба такая. Подготовьтесь, Ксения Александровна, если можете быть свободны, не рассказывайте мне, что мне делать, иначе я вам расскажу, куда вам пойти. Наш диалог, Ксения Александровна, принимает неконструктивный характер. Ой, каких выражений нахватались. Ожидайте звонка позднее, вам перезвонят повторно. Завтра. Всего доброго, если вы позвоните мне сегодня, я с вами не закончила, я вас не отпускаю. Вы нарушите законодательство. Вы звоните, имеете право один раз в день. И последнее время... я с вами диалог не закончила, вы до меня дослушаете. Так вот. То, что вы выключите сейчас микрофон, не значит, что вы не будете меня слушать. Так вот, призываю всех. В последнее время Альфа-банк эксплуатирует право свое на звонки и звонит чаще 1 раза в день и 2 раз в неделю. Так вот, я призываю всех вот эти все записи обязательно, в обязательном порядке направлять в Роскомнадзор с жалобой. В Центробанк бесполезно, там все замазано. Ну все, теперь отпускаю. Да. Алло. Да. Здравствуйте, Лариса Викторовна. Да. Меня зовут Бутин Роман Романович, Банк Восточный, отдел досудебного взыскания. Звоним по поводу доступный кредит модификация 4. Хочу узнать, по какой причине не оплачиваете. В связи с обострившимся приступом хронической жадности. Угу. Вот так вот. А какие-то еще причины, может, есть у вас? Может, есть. Отсутствие работы? Может быть. На данный момент банк вам выставляет требования. Сегодня-завтра оплатить 171 тысячу рублей. Оплата от вас поступит? А вы мне что за это? Мы вам ничего не должны. Да,
я вам тоже ничего. Мы вам уже предоставили деньги. Почему вы говорите, мы Должны вам вернуть их. предоставили деньги? Вы-то какое отношение имеете к каким-то деньгам? Я сотрудник банка, банк вам предоставил деньги. Имею прямое к ним отношение. Какое вы отношение прямое имеете к деньгам банка? Акционер? Хорошо. В таком случае я вас уведомляю, что уже начинается судебная Скучный какой-то подготовка. стал. Да, она, это судебная подготовка, я слышала, это еще фиг знает когда. Это песенка стара. Возможно, но когда начнут уже работать Федеральная служба судебных приставов... А с вам чего будет, это они начнут вероятно, работать? Вы с смешно. чего взяли, что вы суд выиграете? Вы так говорите об этом как о факте уже свершившемся, как будто вы его уже выиграли. Вы даже туда еще не дошли. Сначала сходите в суд, выиграйте его. И в таком случае, возможно, начнут работать судебные приставы. Хорошо, в том случае, если начнут работать судебные приставы, То-то же. если мы выиграем суд, То-то же. возможно, взыск вашего имущества, реализация его, арест счетов, это, вы, думаю, понимаете все сами. Возможно, но это не точно. Ну, Знаете, в случае, если банк сколько выиграет дел суд, приходится на одного, ну, понятно, и ситуация разнится в зависимости от регионов, но в среднем сколько дел приходится на одного судебного пристава, знаете? В районе 2000. Скажите мне. Угу. И в приоритете у судебного пристава далеко не дела по кредитам. В первую очередь если вы не судебные оплатите приставы интересуются алиментами и взысканием в пользу государства. А все остальное, это уж тем более сумма там вот эта копеечная, вот за нее пристав будет заморачиваться. Арестовывать имущество. 171 тысяча рублей. На 171 тысячу он будет приходить арестовывать, вы смеетесь. Ну, раз копеечная сумма, почему вы тогда ее не оплачиваете? Так это для пристава копеечная. Он интересуется в первую очередь гораздо более масштабными делами. Там где? Хорошо, в том случае, если судебное разбирательство и повторное судебное разбирательство работает Зачем судебным повторное приставом, судебное не принесет результата? Подождите, секундомерчик. Что значит повторное судебное разбирательство? Вы собираетесь несколько раз в суд ходить? Ну, если не принесет один суд результат, мы будем судиться еще раз. Не принесет другой. Вы имеете в виду, и мы подадите поймем уже, апелляцию? Ну, есть исполнительное производство, есть исковое производство. Исковое, вернее. Деточка, какая беда с сознаниями? Вы хотели сказать, что есть судебно-приказное производство и исковое. И имели в виду, что если я отменю судебный приказ, вы сходите с иском. Вы об этом хотели сказать? Именно. Спасибо, что поправили. Учите матчасть. Хорошо. Если мы поймем, что работать через суд с вами бесполезно, мы можем продать ваш долг в коллекторское агентство. А это очень полезно для вас. Очень полезно. Ну, сколько вам коллекторы заплатят? Ну, дай бог, там, 5% от суммы. Ой, как полезно. Какая разница? Банк все равно вернет какую-то часть своих денег, которую может... Вот знаете, а мне нравится ваш подход. Я вас даже оскорблять не буду. Вы даже не стали мне врать о том, что вы получите деньги от коллекторов в полном объеме. Это приятно. Обычно ваши коллеги такие истории залихватские рассказывают. Ой. Ну, давайте зачем я с вами честно разговариваю? Ну, да, это очень ценно. Большая редкость в вашей профессии. Ну, давайте, что тогда? К коллекторам меня отправьте, и все. Ну, или в суд, куда вам там. Ладно. Вы же видите, что разговоры наши с вами безумно для меня интересные, ни к чему для вас, к сожалению, не ведут. Хорошо, в таком случае о негативных последствиях я вас уведомил. От оплаты вы отказываетесь. Дополнительный номер телефона у вас имеется? Ну, что ж, я глупышка, что ли, давать номер телефона, чтобы вы мне звонили чаще 2 раз в неделю. Хорошо. Тогда всего доброго. До свидания. Пока. Я могу понять, как Именно в ваших интересах
Добрый день, Елена Юрьевна. Да-да. Меня зовут Камкин Владимир Владимирович. Я сотрудник управления взысканий компании «Микредит». Я являюсь куратором вашего договора. Кураторы меняются, как эти. На сегодняшний день сумма вашей задолженности составляет 36 196 рублей 82 копейки. То есть это совокупность 4 пропущенных платежей. Елена Юрьевна, вы готовы в добровольном порядке оплатить задолженность и вернуться в Я основной всегда график? отвечала, нет, не хочу платить. Вы обязаны платить, Елена Юрьевна. Я так не считаю. Вы обязаны А я так платить. не считаю. Вы обязаны возвращать те денежные средства, Вы которые вы получили от обязаны кредитора. платить, вы обязаны Елена Юрьевна, платить. держите, пожалуйста, себя в руках. Не могу, я когда идиотов слышу, Итак, мне Елена веселиться Юрьевна, начинаю. я вас правильно услышал. Вы отказываетесь возвращать денежные средства компании «Микредит»? Нет, неправильно. Вы не отказываетесь возвращать денежные средства компании «Микредит»? Нет, неправильно. Елена Юрьевна, вы нацелены на диалог с нами? Нет. Что ж, очень жаль. Хорошо, я вас услышал. Значит, Елена Юрьевна, в ближайшее время компания «Микредит» вправе принять решение о прекращении работы с вашей задолженностью. Компания вправе принять решение. Нет, только не принимайте решение. 11 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации Принятие потребовал решения, это же так страшно для меня. Нет, только не досрочного решение. погашения Пожалуйста, оставшейся части да. займа с учетом процентов за использованный Ой, период берите. единым платежом без возможности возврата в график. Да, То есть кредитор вправе сформировать вам заключительные требования Да, в судебном да, порядке, да, Елена да, Юрьевна. да. Вперед. Также, Елена Юрьевна, Обязательно Елена Юрьевна повторять через слово. Елена Юрьевна, Елена Юрьевна, полное Елена Юрьевна. отсутствие Полное платежей отсутствие Елена по Юрьевна. кредитному Платежей Елена договору Юрьевна. займа. По договору займа Послушайте Елена меня. Юрьевна. Да. Да, Елена Юрьевна. Полное отсутствие платежей Елена по Юрьевна. кредитному Отсутствие договору. Елена Юрьевна. По договору Платежей Елена займа. Юрьевна. По договору займа Елена Юрьевна. Кредитор вправе Кредитор Елена Юрьевна. Вправе Елена Юрьевна. Обратиться Елена Юрьевна в коллекторская Ель. Оти, боже мой, эта песенка стара. Брехло какое. Неприменимо. Неприменимо. Елена Юрьевна, не переходите. Неприменимо, идиот. Ну, в тот момент, когда ты в 159-ю упомянул, причем даже не 159.1, а просто 159-ю, ты, дурачка, простоволосилась, с тобой больше разговаривать не о чем. Поняла? Хищение путем обмана, либо злоупотреблением доверия. Дура Елена Юрьевна. тупая, не подходит, не подходит. Не подходит, тупица. Какой залог и какие поручители? Дура, у нас кредитный договор. Какое доверие? Ты чё? Овца, какое доверие? Конченая. Ты ж твоя компашка сраная на мне бабки зарабатывала. Какое доверие? Ты чё молотишь языком своим? Давай под лавку. Давай уже, мышь. Нахрен пошел. Меня не задеть. Да ты задетый в голову снарядом, судя по всему тому, что ты мелешь. Идиот. Давай, все, пошел вон. Псина. Елена Юрьевна, компания «Микредит» Пошел к чертовой бабушке и свои требования засунь себе там, где туда, где твои мечты о светлом будущем, и верти до получения максимального наслаждения. Поняла, дуреха? Оплатить свою задолженность. Хрен тебе на весь макияж. 196 рублей 82 копеек. В противном случае компания «Микредит» Елена Юрьевна вправе расценивать ваши действия как прямой отказ от добровольного погашения. Ой, засунь тебе этот прямой отказ туда же, где твои требования. Угу. Юрьевна, в связи с тем, что наши телефонные переговоры с вами не приводят ни к какому результату, компания «Микредит» вправе оформить к вам вы сотрудник службы да я прошу уже давным-давно. У меня собака голодная носится, я жду миккредиты, когда приедут. Наконец. Да. Здравствуйте. Да-да. Это общество с ограниченной ответственностью, региональная служба взыскания. Меня зовут Кокшова Галина Маратовна, для записи разговора. Анна Сергеевна, это вы? Да. Анна Сергеевна, уведомляю вас о просроченной задолженности перед компанией ООО РСФ в размере 15 568 рублей
по состоянию на 19 февраля 2021 года. Напоминаю, долг образован компанией ООО МКК «Конго». Сейчас ваше дело находится на досудебной стадии взыскания. В случае неоплаты долга суд проходит в одностороннем порядке без вызова сторон по адресу регистрации истца, что влечет за собой дополнительные судебные издержки с вашей стороны, со стороны кредитора, передачи негативной характеристики бюро кредитных историй. По требованию вашего кредитора вам необходимо произвести оплату 21 февраля включительно. Оплата производите в установленный срок кредитора? Не знаю, это от вас зависит. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что присылайте документы, посмотрим, кто вы, что там, как там. Подтверждающий документ вы можете сделать запрос на наш юридический адрес. Зачем мне это нужно? Я могу вам продиктовать. Делать запросы на юридический адрес. Подождите минуточку. Если мы с вами сейчас уже разговариваем, я вот делаю запрос. Угу. Вы не принимаете устные запросы? Вы, я не знаю, МФЦ, только письменно все? Если вы хотите подтверждающий документ, делайте запрос на наш Делаю, вот сейчас адрес. делаю в устном порядке. Вы же мне устно выставляете какие-то требования, правильно? Я в устном порядке выдвигаю вам требования предоставить мне подтверждающие документы. Я могу выслать вам извещение на электронную почту. Можете ознакомиться. А что в извещении будет за информация? На то, что ваше дело находится именно в нашей организации, компании. Но это ж не документ, это так просто. Сообщение. Это не сообщение, это извещение. А в чем разница в сообщении и извещении? Там будет указана вся информация. А в сообщении я могу выслать вам только реквизиты на ваш Ой, сотовый божечки, номер а телефона. у вас сообщение это только СМС, что ли? Поколение ЕГЭ, вот оно. Нет, я не об этом вам говорила. Я говорю о том, что ваше извещение, оно не документ. Угу. Правильно же я понимаю? Там нет печати, подписи. Правильно? Если вы хотите подтверждающий документ, делайте тогда запрос на наш. Сделала только что в устном формате. Сделала запрос. Присылайте мне документы. По какому адресу вам прислать документы? По адресу регистрации ничего не изменилось. Так, тут адрес указан. Город. Да? Хорошо, ожидайте. Угу, ожидаем. Я могу понять, как Именно в ваших Да. Здравствуйте, Елена Юрьевна. Привет. Меня зовут Камкин Владимир Владимирович. Я сотрудник управления взыскания компании «Микредит». С сегодняшнего дня я являюсь куратором вашего договора, Елена Юрьевна. У вас имеется задолженность перед нашей организацией 36 191 рубль 66 копеек. То есть это совокупность 4 пропущенных платежей. Елена Юрьевна, вы готовы сегодня оплатить задолженность и вернуться в основной график? Не. А по какой причине? Не хочу платить. Вы отказываетесь возвращать денежные средства? Да. На каком основании, Елена Юрьевна? Вот так вот решила я, и все. То есть вы решили, что получив денежные средства от компании «Микредит», подписав договор, да, вы можете их не возвращать? Да. Ну что ж. Очень жаль это слышать, Елена Юрьевна. Но вы не расстраивайтесь. Мы не расстраиваемся, Елена Юрьевна. Денежные средства в любом случае придется возвращать. Это беседка стара. Елена Юрьевна, видите, в чем дело? Да, в ближайшее время компания «Микредит» вправе прекратить работу с вашей задолженностью. Ну нет, ну не прекращайте, давайте еще поработаем. Елена Юрьевна,
В любой кредитной организации существуют сроки работы с просроченной задолженностью. Существует максимально допустимое количество пропущенных платежей подряд. Так вот, эти значения по вашему договору подходят к критическим. То есть в ближайшее время компания «Микредит» на основании 811 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации вправе потребовать от вас досрочного погашения оставшейся части займа с учетом процентов за использованный период. Нет. Послушайте меня, Елена Юрьевна, послушайте меня. Потребовать от вас досрочного погашения оставшейся части займа с учетом процентов за использованный период единым платежом. Это звучит все. Без возможности возврата. Пупырышные мурашки побежали. То есть, Елена Юрьевна, кредитор вправе сформировать вам заключительные требования в судебном порядке. Нет, только не требования, только не заключительное, пожалуйста. Далее, Елена Юрьевна, долг может быть взыскан уже в принудительном порядке, то есть через суд. Ой, божечки, кошечки. И в этом случае, Елена Юрьевна, у вас не будет права выбора. Вас будут принудительно удерживать до 50% участь вашего меня ждет, жестокая. Елена Юрьевна, я вам хочу напомнить, что полное отсутствие платежей по кредитному договору либо договору займа может служить основанием для кредитора для обращения в правоохранительные органы. Да, ради бога. Только, а по какой статье не подскажете? Уголовная ответственность. По 159 статье мошенничество. То, наверное, 159 прим. 1, да? А то что разные статьи. Нет, просто 159. Да, именно 159 мошенничество. Так может 159 прим. 1 мошенничество в сфере кредитования? Нет? 159 прим. 1, я, к сожалению, не знаком с такой статьей. Я знаком со статьей 159.1. Мошенничество в сфере кредитования. Ёбушки-воробушки, вы думаете, что точка 1 и прим. 1 это разные вещи, да? Да, путем предоставления заведомо ложных, либо недостоверных сведений. А где же недостоверные сведения, кукушечка моя? Послушайте меня, не переходите на личность. Да, как-то я могу перейти на личность, если у вас ее нет? Еще раз. Тем более не нужно переходить на хамство, Елена Юрьевна. Да где ж хамство, господи, констатация факта. Уважайте, пожалуйста, сотрудника организации, от которой вы получили денежные средства. Я не могу уважать сотрудника организации, который беспардонно врет мне сейчас по телефону. Как же мне вас уважать? Я очень стараюсь, прям очень мне хочется вас уважать, но вы говнокусок, поэтому не получается. Да. Мошенничество в сфере кредитования гласит, что мошенничество в сфере кредитования – это хищение денежных средств заемщикам путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных либо недостоверных сведений. Понимаете? Наказывается серьезным штрафом. То, о чем вы говорили. Я вам говорю, Елена Юрьевна. Сроком общего режима это наказывается, душенька моя. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана, либо злоупотреблением доверия. Елена Юрьевна. Денежные средства, а именно займ в размере 99 940 рублей, полученные вами 18 декабря 2020 года, вы получили без залога, без поручителей, без документарного подтверждения вашей платежеспособности. Елена Юрьевна, то есть фактически на доверие. По состоянию на 13 февраля 2021 года от вас не поступило ни одного платежа. Класс. Вы сейчас пытаетесь натянуть кого на глобус. Прямо очень любопытно это наблюдать. Фактически, да, вы злоупотребляете доверием компании. Надо пойти написать в полицию заявление. Удерживать. Идите. Да, незаконно удерживать денежные средства. Идите, напишите на меня заявление в срочном порядке. Хочу в тюрьму. Значит, Елена Юрьевна, я вас правильно услышал. Послушайте, Елена Юрьевна. Да, я очень внимательно слушала вас все это время. Мы говорим о том, что вы получили денежные средства. И вы обязаны их возвращать. Нет, не буду. То есть вы отказываетесь возвращать денежные средства? Котик, конечно. Что на каком основании, в начале разговора сказала? Перестаньте хамить, Елена Юрьевна. Ну, конечно, ты же из управления взыскания. Не насрано тут вообще-то, да?
Серьезный человек мне позвонил. А вы действительно считаете, что вы этим Не, что-то измените? не оператор Общаясь со мной в колл-центра таком какой-то, формате? а из управления Елена взыскания. Юрьевна, вы действительно считаете, что общаясь со мной в таком формате, вы что-то измените? А ты действительно думаешь, что избавитесь от если ты долга? вот эту вот херабру всю, которую ты рассказываешь мне уже Елена долго, Юрьевна. будешь мне рассказывать, ты что-то изменишь? Елена Юрьевна, Да или что вы каким-то такое? образом повлияете на меня? Или ты таким образом повлияешь на меня, дурачок? Ты думаешь, Елена вот Юрьевна, ты я что-то в выполняю состоянии свою изменить? работу. А вы Ты в обязаны состоянии выполнять думать, взятые что-то на себя изменить? обязательства перед своим кредитором, бомбит Елена как. Юрьевна. Тихо, тихо, успокойся. То сейчас сосудик лопнет в глазу, будешь ходить с кровавым глазом. Хорошо, некрасивым. я вас послушаю, Елена Юрьевна. Я тебе еще раз говорю, Говорите, дурачок. Дурачок, успокойся. Не надо хамить. Успокойся, Не дурачок. надо хамить, Слушай это внимательно, лишнее. тетя что говорит. Тихо. Давай, рот закрой свой. Пасть, вернее. Елена Юрьевна, зачем Смотри. вы опять переходите на Да хамство? нет, никуда я не перехожу. У вас Разговариваю нет, с тобой нет так. доводов. Тихо, 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 малышка. Смотри, как тебя У вас бомбит. нет доводов, дурочка. Елена Юрьевна. Перестань бомбить. Слушай, ты же сказал, будешь меня слушать. Будь последовательным. Так вот. Вот эта вот вся херню, которую ты тут наговорил, она на самом деле, ну, только идиот может в нее поверить, либо человек абсолютно не понимающий, как все происходит на самом деле. Я знаю, что твой никчемный микрокредит ни на что не способен, помимо телефонных разговоров. И вот эти все страшные последствия, о которых ты говоришь, они вообще никому не светят, потому что микрокредит по опыту, да, людей, ну, максимум, на что способен, это переуступить в итоге право требования. Какие-то там гондурасы другие будут мне звонить. Тоже там что-то кудахтать. Елена Юрьевна, но это вас не останавливало? Конечно, не останавливало. Это меня, наоборот, сподвигло на то, чтобы надо обращаться в компанию и получать денежные средства. Ты, дурочка, почему завизжала? Ты почему завизжала? Ты же сказала, будешь слушать. Елена Юрьевна, будь последовательна. Я вас попрошу воздержаться от оскорблений и перехода на личности. Смотри. Елена Юрьевна, мы сейчас зафиксируем о том, что Елена Юрьевна мне интересно. 1972 года рождения, не имея на то законных оснований, как ты себя ведешь. Отказывается возвращать денежные средства своему кредитору, Елена Юрьевна. Скажи мне, почему ты орешь, как дура? Всего доброго, Елена Юрьевна. Прооралась, продрала свою... Я могу понять, как недовольны именно в ваших Да. Алло, добрый день. Слушаю. Могу вас слышать, Евгеньевна? Слушайте. Меня зовут Перепелка Алексей Сергеевич, я звоню из ООО КФ, представляю интересы ООО МФК «Быстроденьги». Все разговоры записываются. Звоню вам по поводу вашей задолженности. На текущий момент актуальная просрочка у вас 73 дня по микрозайму с 29 декабря 2020 года. Актуальная сумма долга на 9 марта 2021 года 13 639 рублей 80 копеек. Оплату необходимо произвести до 15 марта включительно. Прошу прощения, до 14 марта включительно. Это крайний день, когда возможно оплатить в рамках досудебного урегулирования на добровольной основе. Вы готовы внести оплату? Я с вашей компанией свои финансовые вопросы не обсуждаю. А по какой причине? По той причине, что не получила от кредитора уведомления о привлечении нового лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности. Так, вы подразумеваете, не получили письма с уведомлением? Само собой. Потому что в электронном виде посредством уведомления, смс-сообщений и звонка вас уведомляли. Я не давала своего согласия, чтобы меня уведомляли о привлечении нового лица путем тех способов, которые вы только что перечислили. Нет, Елена Евгеньевна, вы при заключении договора вы подписывали соглашение о том, что кредитор может вас уведомить. При заключении договора я должником не являлась. Согласно 230-му федеральному закону, такое соглашение подписывается между кредитором и должником. Нет, Елена Евгеньевна, подразумевается, что вы подписывали договор. В договоре было по этому вопросу прописано, есть что позиция Верховного суда, поэтому не спорьте. Про позицию Верховного суда вы подразумеваете юридически значимое сообщение?
Нет. Юридически значимое сообщение – это Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 165.1. А я вам говорю про позицию Верховного суда относительно этого вопроса. Так, то есть вы подразумеваете то, что вы не являетесь на момент подписания договора должником, поэтому кредитор не уведомил вас доступным законным способом. Правильно вас понимаю? Естественно, само собой. Угу. В таком случае, я думаю, что имеет смысл предоставить вам информацию о том, что, опять же, крайний срок оплаты для вас это 14 марта в любом случае. Вы эту информацию же уже мне предоставили. Зачем она мне еще раз? Да, Елена Евгеньевна, дело в том, что кредитор в случае, если оплата не поступит, может расценивать ваши действия как нарушение 810 статьи Гражданского кодекса, обязан заемщика возвратить сумму займа, и на основании 189 федерального закона уже начать передавать актуальную информацию в НБКИ. Я думаю, что вы юридически образованный человек, сами все прекрасно понимаете. Соответственно, он оставляет за собой право выбора иных способов взыскания. Да, ради бога. Все иные законные способы взыскания он может, только не взыскание, а возврата. Взыскание ему недоступно. Не взыскание, а возврат. Взыскание это немножко. Да, может быть, сильно, подобрал наверное. не совсем верную формулировку, суть это не меняет. Ну, очень сильно меняет. Если намерены урегулировать сложившуюся ситуацию в досудебном порядке, то на добровольной основе можете нам 14-го перезвонить перед оплатой, мы проведем платеж, будем закрывать данную Как задолженность. только уведомление в законном ключе поступит, так я и начну сразу вам звонить. Пока уведомлений нет, я понял. Ну, боюсь, звонить что я вам не после буду. 14-го это уже будет невозможно. Ну, бывает. Всего доброго, Переживем. до свидания. Пока. Алло, здравствуйте. Слушаю. Звонок вам поступает из компании МБА «Финансы». Ведется запись разговора. Специалист Рошана Катерина Владимировна. Елена Юрьевна, это вы? Да-да. Да-да. Года рождения. Звонок вам поступает в наличии долга перед компанией «Микредит» по займу от 18 декабря 2020 года. 72 дня просрочки у вас. Сумма вашего долга составляет 217 174 рубля 53 копейки, Елена Юрьевна. Заявление платежа от вас не поступает. Скажите, пожалуйста, почему оплата не вносится? Какие у вас трудности возникают? Я уже говорила, что с вашей компанией не обсуждаю свои финансовые вопросы в силу того, что уведомления от кредитора не получала о том, что вас привлекли. Елена Юрьевна, у нас информация о том, что вас в течение 30 рабочих дней оповещали. Ну, это ложная информация. Никто меня законным способом не оповещал. То есть вы не намерены сейчас какую-то информацию предоставлять? Совершенно верно. Совершенно верно. В таком случае у вас есть личный кабинет, где вся информация о вашей задолженности прописана. Заходите в личный кабинет, связывайтесь. Не надо мне, пожалуйста, рассказывать, что мне делать, ладно? Елена Юрьевна, вам явно ставит судебное взыскание, поэтому... Ну, это, ну, знаете, я же сказала, что от вас информацию я не воспринимаю. Вы для меня посторонние люди. У вас есть личный кабинет, поэтому я вам объясняю. Заходите и смотрите. Не нужно мне рассказывать, что мне делать, еще раз вам говорю. Елена Юрьевна. Да-да. Ведется запись разговора, которая также будет направлена в компанию «Микредит». И что? А к чему вы это сейчас сказали? Может быть, Микредит, прослушав эту запись разговора, наконец-таки сможет дойти до Почты России и направить заказное письмо с уведомлением о вручении. Так что это потрясающе же. Я не воспринимаю всерьез от вас информацию. Вы можете рассказывать мне что угодно. Ну, все. Все, до свидания. Пока-пока. Пока-пока-пока. Неконструктивная. Счастливого пути. Здравствуйте. ООО «Свобода от долгов», Маринин Андрей Борисович. По обязательству перед компанией срочно деньги. Разговор записывать. Алло. Да. Юлия Ивановна, добрый вечер. Да-да. Здравствуйте. Я вам по поручению компании срочно деньги звоню. Юлия Ивановна, помните про такую компанию? Нет. В январе вы... Как нет? В январе обращались вы онлайн. Вам был предоставлен займ. Не помните? Ну, компания зато про вас не забыла. Помнит, что у вас есть обязательства. Вы как их выполнять собираетесь или нет? А вы тут при чем? Как при чем?
Ну так, при чем? Ну как это при чем, Юлия Ивановна? Я звоню сейчас от лица компании. Но вы же не сотрудник этой компании? Вы сотрудник другой компании? А при чем здесь это? Прекрасный ответ. Ну, смотрите, если у меня даже есть какие-то юридические отношения с какой-то компанией, то вы, как сотрудник совершенно другой компании, не имеете вообще к этому никакого отношения. Правильно? Все понятно. Нет, имеем. Какое? Самое непосредственное. Компания нам поручила провести переговоры. На основании чего? На данном этапе. На основании условий договора займа, который вы заключили с этой компанией. На основании агентского договора. То, что я с кем-то, возможно, заключила, это одно. Вы на основании чего работаете? Я вам только что это сказал. На основании Вы работаете на основании моего договора, не являясь стороной договора. Понятно. Юлия Ивановна, ну мы сейчас так можем пунктить и так далее. А что вы смеетесь? Ну, потому что меня до истерического хохота доводит вот такой вот непрофессионализм. Но серьезно, вы не знаете, что вы работаете на основании агентского договора? Я же вам сказал. Нет, вы сказали, что вы работаете на основании моего договора, который я с кем-то там заключила. Так вот, если вы работаете на основании агентского договора, то в таком случае мне необходимо получить от кредитора уведомление в течение 30 дней с момента привлечения иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности, заказным письмом с уведомлением о вручении, потому что соглашение о том, что я разрешаю себя уведомлять другим способом, мы не заключали. Вот когда получу, тогда и поговорим. Что вы заключали, Юлия? Что вы заключали? Какова директриса? Скажите, пожалуйста. Что мы заключали, когда и с кем? С компанией «Срочные деньги». Что мы заключали? 3 января 2021 года. Соглашение о том, что я разрешаю себя уведомлять иным способом? Нет, вы будете... Что? Соглашение о том, что я разрешаю себя уведомлять другим способом, мы заключали? Да, там все условия договора. Да, все там были. Все сразу, люди, кони, все туда. Нет, вы заблуждаетесь, подобных соглашений мы не заключали. Понятно. А я точно сейчас с вами Конечно. говорю, да? А я точно сейчас с представителем коллекторского агентства разговариваю, а то вы каких-то очевидных вещей не знаете. Да нет, Юлия Ивановна, я-то знаю. Просто ваша позиция мне уже и так понятна. Ну, все, тогда прощайте, получается. Да, я думаю, надо с вами попрощаться и отдать договор на следующий этап взыскания. Все, пока-пока. Счастливого пути.